Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами іще одним рецептом смачної випічки нашого дитинства. Це рогалики по 6 копійок. Сподіваюсь, ви їх всі пам'ятаєте і з задоволенням приготуєте. В миску для замеса наливаю теплую воду, температура 25-30 градусов. Добавляю прессованные дрожжи, и здесь всего 10 грамм. Дрожжей мало, поэтому они должны быть очень свежими. Если замешиваете на сухих, берите сухие и активные в 2,5 раза меньше, то есть 4 грамма. Точно так же на них ставьте опару, они выдерживают длительное выбраживание, обминки и при этом не теряют своей силы. И добавляю муку. На 200 грамм воды 300 грамм муки. Замешиваю сегодня на муке зернари с высоким белком 13,46. Можете взять и обычную, но в таком случае вам может понадобиться немного меньше воды, чем указано в рецепте. Опара должна получиться густой и замешивается она без добавления сахара для более длительного брожения. Не ускоряйте процесс, уделите тесту время, и вы останетесь очень довольны результатом. Вымешивайте его рукой, и должно получиться вот такое вот мягкое тесто. Оно очень липкое, но тем не менее отрывается от донышка, от рук, и вымесить его надо до однородности. Все растягиваю по донышку, накрываю пленкой, чтобы сверху она не подсыхала, и оставляю для брожения. Опара подходила при комнатной температуре ровно 1 час. Хорошо подошла и местами уже начинает оседать. Смотрите, чтобы она не осела полностью. Подготавливаю остальные продукты. Опару замесила не на всей воде, поэтому к оставшейся. Она, кстати, должна быть такая же теплая, как и для опары. Добавляю соль. 7 грамм, это чайная ложка с небольшой горкой. И столовую ложку сахара, 25 грамм. Все это хорошо перемешиваю до их полного растворения. И выливаю к опаре. Лопаткой полностью размесить не получится, поэтому рукой размешиваю, разрываю опару. Так все это быстрее соединится. И так до тех пор, пока эта масса получится более-менее однородной. Высыпаю сюда муку 200 грамм. Всего по рецепту 500, в опару идет больше, чем тесто. И продолжаю вымешивать, как всегда, сразу ложкой или лопаткой, а домешивать буду руками. Сливочное масло добавляется уже в конце замеса, тогда быстрее развивается клейковина муки и тесто получается более волокнистым. И на данном этапе тесто должно получиться плотнее средней консистенции. Чтобы все эти крошки и мука быстрее уместились, добавляю 1 кусочек сливочного масла, еще немного вымешиваю, и когда миска уже чистая, домешивать буду на столе. Когда тесто должно получиться очень мягким, то удобнее вымешивать его в миске. Когда средне мягкое, лучше на столе, так легче на руки. Стол немного смазываю сливочным маслом, мягким, комнатной температуры. И на тесто тоже. Каждую порцию масла вымешиваю до полного соединения с тестом. Вот сразу оно расслаивается. Часть его остается на коврике. Помогайте себе скребком, собирайте все в тесто и снова вымешивайте. Ну а пока вы смотрите замес, хочу поблагодарить активных зрителей за комментарии, лайки. Это поднимает активность канала. Очень благодарна вам за доверие и, конечно же, огромное спасибо за поддержку и помощь в развитии канала моим постоянным спонсорам и тем, кто угостил меня чашечкой кофе. Очень надеюсь, что мои старания и опыт окажутся для вас полезными. Добавляю следующую порцию точно так же. Смазываю коврик, чтобы оно не так прилипало. Остальное на тесто. И так продолжаю до тех пор, пока умешу все масло. Во время замеса вы почувствуете руками и увидите, как меняется тесто. Оно становится более эластичным, не так уже размазывается по коврику, более послушное, с ним уже легко можно справиться. Итак, последняя порция масла.
И вот теперь вымешиваю до гладкости и однородности. Вот такое получилось тесто. Однородное, мягкое, совсем немного липкое. Это если его сильно придавить. Подкатываю в шар. У миски у меня уже есть растительное масло. Смазываю до самых краешков. Накрываю и оставляю для подъема. Сколько понадобится времени, скажу позже. Тесто подходило 1 час 10 минут. За это время я ему сделала одну обминку. Посмотрите, какое оно красивое, мелкопористое, пышное. Подкатываю в жгутик и делю на 10 кусочков. Вообще по ГОСТу рогалики, посыпанные маком, были по 50 грамм, а солью и тмином по 50 или по 100. Но я делю чуть больше, чем по 80 грамм. Теперь все эти кусочки подкатываю в плотные шарики. Как всегда, сразу выдавливаю большие пузыри воздуха. Краешки теста подтягиваю в середину, хорошо прижимаю и округляю. Вообще можно это сделать по-разному. Лишь бы шарик получился гладким, плотным. Посмотрите, какой. Если снизу остается вот такой вот узелочек, хорошо его слепите. Накрываю пленкой и оставляю минут на 10. Время прошло, раскрываю тесто, оставляю те, которые подкатывала первыми. Пусть они немного подсохнут, чтобы не так прилипали к скалке. Вторые накрываю. Раскатываю тесто. Сразу 5 штук, столько ляжет у меня на 1 листик. Посмотрите, как оно стягивается. Это срабатывает клейковина муки, сжимает тесто. Пока коврик у меня слегка смазан растительным маслом, я его просто не вытирала. Это то масло, которое осталось после разделки теста. Раскатываю сейчас не настолько, насколько надо, не такого размера. Пусть тесто немного полежит, отдохнет, клейковина расслабится, потом раскатаю повторно. Переворачиваю гладкой стороной вниз. Гладкая сторона окажется сверху рогалика, это будет его лицо. Бумажным полотенцем вытираю коврик, убираю лишнее масло. Дальше разделывать буду на муке. Слегка подсыпаю коврики теста. Сразу раскатываю длину от краешка до краешка. Потом эту сторону делаю пошире, чтобы получился красивый рулетик. По его краешкам должна остаться спиралька. Вытягиваю скалкой уголочки, чтобы они были более выраженные. Снова слегка подпыляю мукой, чтобы рогалики лучше слоились. И начинаю закручивать рулетик. Сильно не уплотняю. Вот как он лежит, так и скатываю. Этот кончик прокатываю, чтобы он был потоньше и подлиннее. Вот такая получается трубочка. Пока откладываю в сторону, раскатываю следующий. Потом разложу их на листик. На производстве их тоже разделывали на муке, раскатывали машиной и в середине не смазывали маслом. Если вы решите тесто еще дополнительно смазать размягченным сливочным маслом или даже растительным, в рогалике получатся воздушные карманы, и тесто между ними будет быстрее подсыхать, поэтому маслом не увлекайтесь. Того, которое попадает при первой раскатке, достаточно. Перекладываю на листик и следите, чтобы вот этот вот хвостик был именно на донышке, придавленный рогаликом, чтобы во время подъема он не поднялся и не раскрутился. Накрываю и оставляю для подъема. Эти шарики еще раз подкатываю, то есть обминаю тесто, чтобы оно не перекисало. И минут через 15 буду из них делать рогалики. Так они по очереди будут подходить, выпекаться, не перейдут и тесто не перекиснет. Рогалики подходили 45 минут, но это время условное. У каждого оно будет свое, зависит от того, насколько тепло у вас на кухне. Сбрызгиваю со всех сторон водой комнатной температуры и посыпаю маком. Также по ГОСТу посыпались еще солью и тмином, или можно посыпку вообще исключить, просто сбрызнуть водой. И к этому времени нагрелась духовка, температура 190 градусов. Сразу же ставлю выпекать, чтобы они не стояли и не подсыхали.
Рогалики выпекались 17 минут при температуре 190 градусов. Средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Красивые, пышные, румяные, пока еще с хрустящей корочкой, но при остывании она отмякнет. Видно, что по краешкам нигде не подорвались, гладкие, глянцевые. Это говорит о том, что рогалики достаточно подошли перед выпечкой. Красиво подпекается донышко. На этом коврике хорошо выпекаются не только печенье и пряники, а и дрожжевая выпечка тоже. Рогалики очень легкие, в руках просто невесомые. На решетке оставлю до полного остывания и покажу, какие они внутри. Разрывается с небольшим усилием, но так и должно быть. Тесто волокнистое, пышное, воздушное, видны завитушки. Рогалики получаются очень вкусные, ароматные на самых простых и доступных продуктах. Больше всего в детстве я его любила с молоком, даже без варенья. Также вкусно к чаю, рогалик с маслом. И вот так вот легко оно раскручивается. Как закручивали, так и раскручивается. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными рогаликами і приятного вам чаєпітія. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за подобайки і, як завжди, бажаю вам всього найкращого.